Вот на что я буду рыбачить. На поплавочную удочку. Прям как летом. Опа. Клюет, клюет, да ну нафиг. Поклевка. Так. А это интересно уже. О! Рыба, рыба, рыба. По этой поклевке я капец как соскучился. Ну или хотя бы в сторону повел. Его примерно как сейчас. О, повело, повело, смотрите. Опа. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Вот оно, вот оно. Слушайте, ну так только крупняк клюет. Не, багорика даже с собой нету. Не ожидал я, честно говоря, такого веселья. Просто по приколу решил проверить озеро. Мне кажется, даже продуктивнее, чем на мормышку. Всем привет! Слушайте, я сегодня прям без зазрения совести уверяю, что будет самая настоящая шок-рыбалка и шок-контент. Спросите вы почему? А все на самом деле очень просто. Во-первых, вот смотрите, где я рыбачу, озеро. Такое вот камышовое. Сегодня очень плохая погода, сильная метель. Последний лед уже у нас. Вот, но при этом я возлагаю на это озеро надежды. Мне кажется, что рыба здесь есть. Есть карась. Но чтобы убедиться, что рыба есть, надо опустить камеру. Сейчас посмотрим, что здесь происходит. Я, кстати говоря, даже лунку сегодня не бурил. Нашел старую на 180. Но что-то жерлицы тут ставил, не знаю. И решил на нее сесть. Сейчас посмотрим. Глубина, кстати, ну, для этого мелкого озера неплохая. Здесь метра вместе со льдом, наверное, 2 точно есть. Может, даже 2,5. Ну, какие-то силуэты по дну плавали. Я так и не понял, что за рыба вдалеке. Кто-то есть. Надо закормить. Я немножко прикормки взял. Сейчас колобочек кинем, камеру опять опустим, посмотрим, что происходит. Прикорм, кстати, с запахом клубники. Может быть, караси подойдут. Ух ты, смотрите-ка. Что-то прикормом заинтересовалась. Вон, подходит рыба. Так. А это интересно уже. Вот, только не пойму, кто это. Караси, лещи. Ну, что-то длинная какая-то рыба. Больше на карася похоже, если честно. Ну и на самом деле, если делать шок-контент, то уж делать его по-настоящему шоком. Вот на что я буду рыбачить. На поплавочную удочку. Прям как летом. Только длина не такая большая. Зимой не надо длинных. Но мне где-то метр примерно. Вот поплавок. Все как по классике. Только единственное, что я ставлю не крючок, а мормышка у меня будет. Да, прикол, конечно, если на все вот это ловиться реально будет. Просто прикол. Летний поплавок. Кто-то мог бы написать, мол, Никита, что ты фигней страдаешь? Взял бы удочку с мормышкой и начал бы ловить. Но я вам скажу, у нас канал «Рыбачим иначе». Мы иногда любим делать эксперименты. Рыбалки у нас разные. Поэтому мы такие, друзья мои. Ох, ну интересно, что же из этого получится. Опа. Клюет, клюет, да ну нафиг. Поклевка. Так. Ну давай, давай. Утопить пыталась поплавок. О! Рыба, рыба, рыба. Ха-ха. Офигеть. Ребята, смотрите, это карась. Это карась. На поплавок первый в этом году. Вот получается, что у меня стоит заместо крючка. Фосфорная такая вот мормышка. Старая, дедовская. И пучок мотыля. Да, пока попался не крупный, я его отпустил. Мне кажется, большие караси тут должны проснуться уже. Во-во-во. Еще поклевка. Ну давай, положи поплавок, это будет вообще прям классика жанра.
Ага. Еще один. О. Какой-то черненький попался. Черный карась весной на поплавок. Слушайте, а если сейчас сазан клюнет? У меня багорика даже с собой нету. Не ожидал я, честно говоря, такого веселья. Просто по приколу решил проверить озеро. Рыба есть. Надо сюда посерьезнее какую-то экспедицию затеять в ближайшее время, если получится. Может быть, даже с ночевой. Смотрите, что творится. Сразу поклевка. У меня там от мотыля сопли одни остались, а рыба клюет. Правда, поклевки такие осторожные. Ну, чувствуется, что еще весна ранняя. Карась на поплавок еще аккуратно берет. Но он берет, он клюет. Вот еще. О, это похоже покрупней. Ага. Ух ты. О, какой весенний карась. Рыба-карась, игра началась. Вообще как классно, что я сегодня со льда рыбачу. Представляете, если была бы вода открытая, то пришлось бы лодку накачивать, заплывать в эти камыши. А тут вообще нашел старую лунку заброшенную и клюет. Ну вот, мне нравится такая рыбалка. Но я очень хочу, чтобы он положил поплавок. По этой поклевке я капец как соскучился. Ну или хотя бы в сторону повел. Его примерно как сейчас. О, повело, смотрите. Классика жанра, правда же? Здесь течения нету, поэтому ну, это только рыба может сделать. Ну как же она аккуратно клюет-то, а? Хотя у меня поплавок 3 грамма, он достаточно такой грубый, совсем не спортивный. Вот он. Смотрите, какая. Надо следующего крупного вытащить. Вот он, мой хороший. Иди сюда. Ух ты. Вот это да. Смотрите, какой медведик попался. Еще не медведь, но такой медвежонок. Хорош карась. Мне нравится. Да, правда, достаточно редко, когда карась клюет со льда. Хоть и по последнему льду, но это далеко не всегда и не везде бывает. Честно говоря, я так про карася, конечно, сегодня сказал, но в большей степени я рассчитывал на какую-нибудь плотву хорошую, крупную. Но пока нас радует именно карась. Я еще, видите, удочку подготовил с катушкой специально длинную. Пришлось все убрать, потому что у меня, во-первых, палатка сегодня небольшая. Ну, а во-вторых, тут как бы сильно длинной удочкой с катушкой смысла нету, потому что глубина в месте лова чуть-чуть больше 2 метров. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Пожалуйста, еще один. Такой ладошка, ну, знаете, как я говорю, сковородочник. Самый вкусный размер. Чтобы работать с удочкой и катушкой, конечно, надо скользящий делать поплавок. Надо попробовать как-нибудь. Мне кажется, интересно будет. Но это надо на глубине, на леща, наверное, на реке. Здесь смысла нету. Вот, ну примерно вот так. И не факт, что это мелочь. Это может быть большой карась. А может и не карась. Тут есть и сазаны, и карпы, и плотва крупная. Ну это что-то совсем несерьезно. Да, и кстати, слушайте, вот обжеванный мотыль, пучок, берет на него прекрасно.
ловится. Ходит такое поверье, что на жеваного червя ловится даже лучше и крупнее рыба. Вот с мотылем получается история, ну, примерно такая же. По крайней мере, когда рыба подходит, когда она активна, она клюет. Да, конечно, было бы вдвойне красивее, если поплавок, например, в лунке прилег. Ну, что называется, спасибо и на этом. Ну, смогли разбудить весеннего карася. Ну, смотрите, это какой-то черный. Видите? Черныш попался. Карась-негр, точнее афроамериканец. Прикольно. О, то, что я и говорю. Движение насадки. И понеслась. Да, еще мне кажется, вот эта белая, блин, фосфорная мормышка свое дело делает. Свое дело делает неплохо. Ну, смотрите, как получается, да? Продуктивненько, правда же? Мне кажется, даже продуктивнее, чем на мормышку. Ну, по крайней мере, как минимум эстетичнее. Действительно, вспоминаем летнюю рыбалку. Вот эти поклевки, да, не хватает чуть-чуть, чтобы положила или утопила. Ну, правда, и на этом спасибо, здорово. Да, ну что, все как летом, да, надо докармливать. Поклевки закончились, колобочек кидаем. Маленько подсохла прикормка. Ну, все. Сейчас снова попрет процесс. Ну, на мотыля только. Слушайте, пробовал, опарыши цеплял. Эмоций вообще ноль. На мотыля берет. Сейчас посмотрим, что там на дне происходит в камеру. Еще раз. Может быть, там куча рыбы. Надо, например, глубину поменять. Тоже может быть такое. Вон, видите, камыши. Прям подо льдом. Короче, прям камыш мы получается. Ну, не сами разбурили, мы на халявную лунку сели. Короче, сели, да, на халявную лунку, прям камыш. Тут на дне вот его не видно. Так, ну сейчас. О, что-то сразу проплыло. Вот он, прикорм на дне лежит. Так, вот он сыпется. Я вот сейчас закормился. Сейчас посмотрим, кто его будет кушать. Вода, правда, немножко грязноватая уже, плохо видно. Вон она рыба. Вот, смотрите, ни хрена себе там что-то. Вот, тихо, 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 стой, стой ты. О, это большой карась. Какой хороший красавчик. Вон там вообще одуреть, вот это карасище. А вообще карась ли это, кстати, не сазан? Что-то на сазана похож, ничего себе. Килограмм, наверное. Ну, камерой, конечно, не понять размер. О, он там не моего ли мотыля, кстати, ел. Вот и похоже, этот медведь подошел, поплавок мой заплясал. Не знаю, от того, что он ест насадку нашу, либо от того, что он задевает леску, что тоже может быть. Потому что медведи такие большие в одиночку точно не ходят. Может, стайка подошла, и вот они леску-то задевают. Да нет, слушайте, нет, это поклевка. Вот, вот. Да ты мой хороший, иди сюда. Иди ко мне. Вот он, черныш. Мне кажется, это из-за того, что здесь дно илистое. Я в камеру видел, что ну, прям он такой черное, блин, вязкое. Видимо, вот и цвет из-за этого такой. Интересно, вот зимой здесь карась будет вкусовыми качествами отличаться, потому что летом он тут пах тиной, это я помню. Единственный момент, что
те караси, которые были светлые, ну, тут попадается несколько видов, блин, какой-то черный, рыжий, светлый. На баффало, похоже, еще бывает длинный, вытянутый. Вот которые светлые, рыжие, он тиной не пахнет, а черный прям сильно воняет. Видимо, он взрывается, выл, живет в нем. Ух ты, блин, ну это было неплохо. Да, может, не положила. Ух ты, хорош, ух ты, ё-моё. Не положила, но зато утопила. Это прям эпичная поклевка. Смотрите, какой карась. Приличный вообще. Ну, не знаю, грамм 400 есть по-любому. Вот оно, вот оно. Слушайте, ну так только крупняк клюет. Нет, не только. Ну, зачетный, конечно. Хотелось бы покрупнее увидеть. Ладошечка. Ладошечка. Куда же нам без него-то? Без него никуда не денешься. И от него никуда не скроешься. Это самый сковородочный размер. Вот сейчас вообще супер интересный момент. Отстроил камеру настолько, что видно на дне мормышку с пучком мотыля. Рыба вокруг плавала. Сейчас пока она отошла, вот посмотрим, поглядим, клюнет ли на камеру. Если клюнет, будет эпичный момент и очень красивый. Да ты моя зая. Зайка. Попрыгайка. Нет, это не зайка, это медведь. Медведь, это судя по размеру. Какой хороший. Весенний карась нас радует сегодня. Можно сказать, открытие сезона, правда? Здесь на самом деле самое трудное — это вот мормышкой возле камеры попасть, чтобы оно вот так вот совпало. О, нет, получилось. Получилось. Ну-ка, поиграем. Оп. И еще один. Привет, карась. Реально такая рыбалка в приглядку получается. Классно клюет. Причем уже я на этот пучок мотыля карасей, наверное, 5 поймал. Вон они там плавают, блин. Они там плавают и плавают и плавают. И крупные плавают-то. Ну просто, блин, понеслась. Это малыш. Таких нам не надо. Блин, у меня аж руки дрожат, слушайте, это прям... Я когда вижу то, что в камеру происходит, какие там рыбы крупные, блин, проплывают. Хочется сразу поймать их всех. Я сейчас просто поплавком играл, как удочкой зимней он взял. Прикольно. Необычно, мягко говоря. Карасики-то все такие стандарты. Ну, сейчас помельче стали брать. Ух ты, молодец какой. Слушайте, в такой рыбалке, похоже, надо это, блин, не лунку на 180, а майну, блин, за пилой делать. Такую метр на метр, наверное. И все, гораздо будет удобней. А то просто поплавок в лунку упирается периодически. Не знаю, в этом сезоне, наверное, блин, в этом сезоне, наверное, ух ты, хороший, это все осуществить хорошенький не получится у нас. Ну, я имею в виду, что майну. Он какой
прорубить и на поплавок порыбачить. Но в следующем вполне возможно, что я до этого дойду. Ну а вы, ребят, пишите в комментариях мне, какую еще рыбалку необычную замутить на нашем супер канале Рыбачим Иначе. Мы любим всякие эксперименты различные. Пишите, в общем-то, ваши все идеи, предложения, мы все это будем рассматривать. Вот. Пробует. Так. Это баффало. 100% это он. Точнее, оно. Да, ничего на свете лучше нету. Ловить на поплавок по весне. На летний. Ну, альбинос попался. Не баффало, конечно. Видите, он не черный. Все-таки в основном они какие-то черные клюют. Но вот бывает такой, даже, наверное, не альбинос, он полурыжий. Полурыжий, полубелый. Да, правда, не хватает маленько диаметра лунки. Метр на метр было бы в самый раз. И прекрасно было бы все видно. Ну, мелочь я отпускаю. Мелочь мы не хотим губить с вами, друзья. Мы же не варвары, правильно? Правильно. Мы только крупняк забираем. Ну, сегодня прям откровенно супер крупных нету. Ну, хороших я несколько штук взял. Вообще моментально клюет. Вот еще один комок я подкинул, опять был провал у меня в поклевках, но стоит докормить, и все, начинает брать. Вон как водит, смотрите, как красиво, по-весеннему, а. Да, знаете, летом-то, блин, карася так не каждый день половишь, как сегодня он у нас берет. Прекрасная рыбалка. Как с пулемета, реально, успевай, опускай. Не знаю, сейчас вот прям сразу вот опускаешь, поклевка сходу. Там уже просто сопли от мотыля остались, а берет все равно. Да ты мой хороший, ну посмотрите. Друзья, наслаждайтесь этим делом, скоро лето. Точнее весна скоро, ну и лето тоже не за горами. Я для вас сегодня вот такую красоту специально снимаю. Хоть и со льда, ну по сути... Можно сказать, такое полуоткрытие сезона. Он что делает? Ай-яй-яй. Ну что, братья рыболовы и сестрички, все, я буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Получилось вот так вот, просто на 5 с огромным плюсом. Я не ожидал, что будет здесь ловиться. Тем более на такую снасть. Это был чистой воды эксперимент от нашего канала Рыбачим Иначе. Ну а что касается сегодняшней моей ловли, моей развлекухи, вот пол ведра, однако. Да, может быть в основном не крупные, но тем не менее были вот такие даже парни. Ребят, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, комментарии оставлять, лайки. Для развития нашего канала это очень-очень важно. Не так уж и сложно сделать эти простые действия. Но я вам говорю, пока-пока, до скорой встречи. Зимняя рыбалка, по крайней мере, у нас в Сибири, похоже, еще в самом разгаре. Но я думаю, что скоро мы уже наконец-то выйдем на открытую воду, закинем поплавки, фидера и будем ловить разную рыбу. Всем пока!